Добро пожаловать на канал. Мощнейшая задача, которая, если уже не стала вирусной, то скоро обязательно станет. Сегмент окружности перегнули по стягивающей его ходе КМ, и оказалось, что перегнутый сегмент касается диаметра окружности АБ в точке С. Длины отрезков АС и БС равны 3 и 1 соответственно, и требуется найти длину хода КМ. Предлагаю подумать над задачей. Как вы, конечно, сразу заметили, диаметр окружности есть сумма отрезков 3 плюс 1, то есть 4, а радиус, конечно, равен 2. Пусть О – центр окружности, и поскольку дуги КСМ и КМ симметричны относительно хода КМ, окружность, содержащая ходу КСМ центром в точке P, симметрична исходной окружности. Поэтому центр окружности, точки О и P, симметричны относительно КМ. Это означает, что отрезок ОП перпендикулярный оси симметрии, а кроме того, точки О и P равно длины от КМ. Если Q – точка пересечения ОП и КМ, то ОQ равно ПQ. Не хотите продолжить с этого места? Проводим радиус PC в точку касания, который перпендикулярен касательной АБ. Длина PC также равна 2 ввиду симметрии окружностей. При этом PC есть катет прямоугольного треугольника ОПЦ, в котором длина другого катета ОС и есть разность между радиусом ОБ и отрезком BC равным единице. И таким образом равна единице. Откуда находим, что длина гипотенузы ОП равна квадратному корню из 5, и ввиду равенства отрезков Q и PQ, длина каждого из них есть половина корня из 5. И, конечно, проводим радиус ПК или ПМ равный 2. В прямоугольном треугольнике КПQ известны гипотенуза КП и катет ПQ, откуда находим катет КQ, который оказывается равным половине квадратного корня из 11. И заключительный штрих. Диаметр перпендикулярной ходе, как известно, делит ходу пополам. И хотя отрезок ОQ легче от диаметра, он прекрасно справляется со своим делом. Точка Q – середина хода КМ, а следовательно длина хода КМ в 2 раза больше длины отрезка КQ и равна просто квадратному корню из 11. Красивая задача, замечательный ответ, и это все.